Ребята, всем привет! В настоящее время нормой современного концертного выступления является исполнение без нот. Для того, чтобы запомнить музыкальное произведение, музыканты и пианисты в частности применяют два метода. Какие, я сейчас расскажу. А вы позже, пожалуйста, поделитесь, каким из них пользуетесь вы. Давайте делиться опытом. Но перед тем, как запомнить, нужно пройти несколько этапов. Это разбор и грязная работа над нотным текстом. И только на последних стадиях технической работы, когда вы уже начинаете улавливать в вашей игре что-то музыкальное, тогда начинается уже художественная работа, и вы потихонечку начинаете выигрывать произведение. И вот как раз здесь можно пытаться уже запомнить его наизусть. Существует два вида запоминания. Это произвольное, основанное на поставленной задаче, и непроизвольное. Это когда запоминание не является специальной задачей. Произвольное предполагает предварительное рациональное использование всех приемов и правил при разучивании. То есть это уже осознанная установка на запоминание. Непроизвольное же предполагает работу без использования приемов каких-то специальных, без правил. То есть запоминание здесь происходит уже в процессе самой работы над содержанием. Для того, чтобы запомнить основательно, важно пройти несколько ступеней. Во-первых, стараться запоминать визуально, стараться запоминать мышечно. Вообще о памяти на художественные движения я рассказывала вот здесь, вот ссылочку оставлю. Далее, вслушиваться в основные темы произведения. То есть вы даже можете просто напевать их про себя, так запоминать. Далее, отмечать для себя какие-то опорные логические точки. Это когда происходит, допустим, смена фактуры, допустим, смена тональности, когда партия ушла, допустим, в другую руку, когда поменялась общая динамическая картина, когда поменялась общая штриховая картина и так далее. Можно дать произведению и отлежаться. Это тоже важно. И о том, как это важно, я рассказывала вот в этом видео. Ссылочку оставлю. Пробуйте пробные проигрывания произведений. И пусть они сопровождаются остановками. И пусть они сопровождаются неточностями. Так вы узнаете ловушки, в которые можете угодить уже во время выступления. А вам это не нужно. Будете уже знать, над чем работать дальше. Помимо двух видов запоминания существует и два способа. Это обычный способ и способ Иосифа Гофмана. Обычный способ заключается в следующем. 4 пункта. Первый – это анализ музыкального произведения от начала до конца. Это теоретический анализ. Мы с моими онлайн-учениками называем его предварительный анализ. Далее, второе – это грязная техническая работа, безусловно. Третье – это специальная работа над сложными, трудными местами. И четвертое – это уже художественное осмысление. Это когда вы добавляете педаль, начинаете слушать и слышать фразировку, общую динамическую картину, начинаете передавать стиль, передавать настроение. Ну и само собой происходит непроизвольное запоминание. Это классика жанра. Я, например, никогда специально не запоминаю, ничего не заучиваю, все откладывается вот как-то само собой. Ну и второй способ Иосифа Гофмана, то есть также способы работы над произведением, положенные в основу запоминания, и они также имеют 4 пункта. Это работа с текстом произведения без инструмента, то есть это та же самая предварительная работа, предварительный анализ. Далее, это работа с текстом произведения за инструментом, туда все входит. Дальше, работа над произведением без текста, то есть это уже пробы игры наизусть. И работа без инструмента и без нот. Я снимала подробное видео об этом, ссылочку оставлю вот здесь. Думаю, что этот метод профессионально превосходит, но он нужен далеко не всем. Ну и в конце давайте обобщим все вышесказанное. Итак, запоминание, идущее от осмысленного усвоения, будет превосходить в качественном отношении запоминание, оторванное от понимания. Таким образом, процесс работы всегда должен быть целенаправленным и организованным.
Количественная сторона повторений будет иметь, конечно же, большое значение, но только лишь в сочетании с качественной стороной. И это важно. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности на них отвечу. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!